Привет зрителям и подписчикам канала Сорокин Теннис. Уже было много комментариев по поводу, что уставший у окна, на корте тоже уставший. Честно, сейчас это катастрофически тяжело снять техническое видео, но я надеюсь, вы по достоинству оцените, потому что снимаем реально ночью, чтобы снять сейчас видео, то есть техническое. В этом видео мы затронем такую тему, наверное, слово, которое слышал любой теннисист, вот абсолютно любой он его слышал, но которое вот никогда не было вот вдумчиво, доходчиво было объяснено. Дело в том, что есть люди, которые вообще просто вот говорят какие-то вещи. Я один раз стоял, до смешного доходило, у меня тут есть видео, честно, не хочу этого человека обидеть. Этот человек говорил там другими словами, он говорил: отведи ракетку, бей, там, закрой хватку, бей. И каждый раз хватка была открытая, человек бил, а он продолжал это говорить. Ну просто люди говорят это для того, чтобы просто говорить. У них нет цели, чтобы ты это сделал. Они просто делают вид, чтобы что-то сказать. Я пробую объяснить так, чтобы вы поняли, зачем она нужна. Речь пойдет о разножке. И я пробую объяснить вам, и вот все знания, которые я на протяжении многих лет собирал о разножке, я пробую их в это видео вложить, надеюсь, оно будет полезным для вас. Первое, с чего мне хочется начать, это, наверное, самая начальная стадия обучения. Это ребенок, который хочет писать. Это вот это вот движение, вот это когда топчется ножками сильно. Но это я шучу на самом деле. То есть это просто как бы самая начальная разножка, которую делают дети. То есть вот эти вот начальная разножка, когда детей просто учат работать ножками, они должны типа так топтаться аккуратно. Похоже на это, как будто они сильно хотят в туалет, но на самом деле, какой пример я могу сказать по этой разножке? Для чего она нужна? Она не добавляет никакого там прыжка, ширины, но на начальном этапе я рекомендовал бы ее делать, если ребенок маленький, вот как, допустим, там Ульяне там 7 лет, тут 6-7 лет дети начинают играть, чтобы ножки были заряжены. То есть, когда ноги двигаются, легче стартовать. Второе. Я не знаю, сейчас не смогу сказать на видео сразу, сколько видов разножек я покажу, когда они существуют, но я думаю, что очень многие разножки, которые я покажу, вы все их используете, но, может быть, в большей или в меньшей степени понимания, которое я покажу, какие они нужны. Я считаю, что для ребенка там старше 8-9 лет, вот эта разножка уже просто, когда двигаемся на месте, она уже не сильно эффективна, я бы ее уже чуть-чуть менял. Какой бы пример я к этому привел? У меня была одна тренировка с уже в дальнейшем очень именитым теннисистом, для меня он стал. И он проезжал мимо через Одессу, мы тренировались, и я тогда еще там плюс-минус был в какой-то там плюс-минус форме, и мы тренировались как бы одинаково, я делал одни и те же задания вместе с ним. И я так удивился, я тогда там был в гораздо нормальном, большем состоянии, чем сейчас, ничего там не употреблял. И вот я когда бегал вправо-влево, у меня такая там прям задышка была. Я спросил у его тренера, говорю: а в чем вот проблема вот у меня, почему я так сильно устаю, а он через там те же 3 минуты треугольника так нормально двигается. Он говорит: ты когда удар заканчиваешь, ты ноги полностью останавливаешь, и потом из-за того, что ноги полностью остановились, ты должен делать рывок. И твоя энергозатратность гораздо выше, чем у него. А он, когда заканчивает удар, делает несколько разножек. То есть он делает продвижение средним темпом, и для этого, получается, он двигался как машина, которая ехала и добавляла газу, а я как машина, которая полностью останавливалась и потом срывалась с места, тратя огромное количество бензина на рывок. Также работает ресурс организма, вы тратите много сил. То есть вот эта разножка изначально, которая топчется, я бы рекомендовал ее делать только для одного, для того, чтобы ваши ноги, когда реагируют на мяч, уже с двигающихся изначально, старт будет легче. То, что я рассказывал, да, как это выглядит. Если, например, вот человек двигается к мячу, и он заканчивает удар, и после удара на какую-то долю секунды он задерживается с выходом из удара. Естественно, образуется вот эта потеря времени, которая надо компенсировать скоростью разножки. И если вы делаете это 1-2 раза в розыгрыше, да, то, ну, наверное, вы тоже собьете себе пульс, повысите энергозатратность движений. Но если вы сделаете это гораздо больше раз, или вы делаете это систематически в процессе игры, вы просто все время сравните с машиной, которая останавливается и дает газу с полного стопа. И сравните с машиной, которая продолжает чуть-чуть катиться. Вот это своевременный выход из удара, он нужен, именно вот эта разножка. Она делается приставным шагом, обычным, но очень важно ее делать вовремя, без опозданий. Таким образом, вы экономите силы. И как мне объясняли, я не знаю, правильно ли это, но мне это помогало. То есть, когда вы делаете движение приставным шагом вверх, вы делаете вдох. И когда вы приземляетесь, на приземлении делаете выдох. По ритму моего дыхания это работало отлично. Вверх, вдох, вниз, выдох. Третье. Постулат
из, наверное, вот этого идиотизма, когда мы тренировались с тренерами, которые просто вот, они были назначены там или ВШСМом, или кем-то еще, и вот они говорили херню, и мы должны были слушать эту херню, потому что к другому тренеру ты не мог пойти. Вот был этот тренер, он говорил херню, ты должен был даже понимать, что это херня, все равно его слушать. Разножка в центр, разножка на центр, разножка на центр. Какой это был бред на самом деле, да, то есть я покажу это в дальнейшем. Зачем игрок должен делать разножку в центр, если он, например, сделал первые 2 боковые шага, и он уже на этих первых 2 шагах понял, что мяч двигается в противоход. Зачем ему допрыгивать до центра? Если вам говорят подобную херню, просто и вы не хотите ее делать, вот вы можете аргументированно, допустим, поспорить с своим тренером, если он не полный идиот. До какого момента вы должны делать разножку? Вот у меня такой вопрос. Вот вы сделали удар, вы сделали касание на своей стороне, мяч отлетел на другую сторону. Естественно, вы должны двигаться в центр. Почему вы не бежите в центр, если это быстрее? Естественно, вы страхуете сторону, с которой вы уходите. Именно поэтому выбираете способ, который медленнее, но вы делаете его, чтобы страховать и шаг назад, и таким образом двигаться к центру. До какого момента вы должны его делать? Вы должны делать это до того момента, пока вы не определяете, куда мяч. Я приведу пример. Например, вы закончили удар здесь, вы сделали одну разножку, вы не знаете, где мяч, мяч еще двигается к вашему сопернику, вы сделали вторую, и вы увидели, что мяч идет вправо. Должны ли вы прыгать до центра приставным шагом? Естественно, нет. Если вы увидели направление удара, вы передвигаетесь в бег. Теперь вот по поводу этого бреда, который нам говорили, разножка на центр, еще и орали. Если я момент первых 2 шагов увидел, не дойдя до центра, что мяч двигается назад, ну как я буду двигаться в центр? Мяч там, а я прыгаю в центр, потому что у меня тренер идиот. Ну не буду я это делать. Да, покричат потом, что ты до центра не допрыгал разножку. Но это такой идиотизм. Это просто какие-то постулаты из прошлого. Вот как боком. Все время говорили боком. И сейчас весь теннис играется в открытых стойках. 4-е, наверное, о чем бы мне хотелось бы сказать, это о разножке, когда вы идете к сетке. Когда вы делаете удар, approach. Я, кстати, не делал еще видео по этому удару. Я просто покажу его в видео, как он делается, для того, чтобы показать разножку. Но этот удар покажу отдельно, в отдельном видео. Сколько вы должны пробежать, когда вы сделали удар, и вы идете к сетке, и момент того, когда вы делаете разножку. И зачем она нужна, вот эта разножка? Наверное, много есть каких-то подсказок, но я не слышал лучше подсказки, чем вот спасибо Сергею Алексеевичу, который сказал эту подсказку давно, я ее запомнил. Это самая классная подсказка, которую я слышал по дистанции, которую вы должны пробежать перед тем, как вы делаете разножку. Это вы должны пробежать вперед столько, до момента опускания глаз соперника на другой стороне. То есть вы делаете удар, вот вы идете вперед, и после удара вы бежите вперед. Соперник делает замах, вы можете бежать еще. Но вот если соперник в момент удара уже опустил глаза на мяч, вот столько, сколько вы успели в этот момент пробежать, столько вы и пробежали. Это та точка, в которой вы должны делать разножку. То есть разножка перед ударом с лета, я тоже покажу, как она делается. Для чего она нужна? Она нужна для реагирования. То есть если вы, допустим, просто бежите вперед, конкретно по дистанции, естественно, бегом вы выиграете. Вы пробежите больше, вы станете к сетке ближе. Касательно удара, который вы будете выполнять, это будет легче. Но именно по реагированию, если вы будете идти вперед на бегущих ногах, ваше реагирование в сторону, вверх, оно будет нулевое. Вы отобьете мяч только в том случае, если он полетит в вас. Если вы сделаете разножку, вы потеряете в дистанции, вы станете дальше от сетки. Само исполнение удара из-за того, что вы становитесь дальше от сетки, оно станет тяжелее, но с точки зрения реагирования вы выиграете 100%. Первый вопрос – это сколько должно быть разножек? Должна ли быть разножка после окончания первого удара? Для меня нет. Я считаю это полным бредом. Я считаю, что разножка должна быть одна, то есть когда вы делаете удар, например, короткий, да, вы разгоняете ноги, будь это правый удар или будь это левый удар, вы их разгоняете. Приземляясь, первая разножка нахрен не нужна, если в этот момент не прилетел мяч. Я считаю, что правильно заканчивать удар продвижением и продвигаться до тех пор, пока ваш соперник дает вам бежать, и он не опустил глаза на мяч. Если вы вот пробежали вот сюда
и в этот момент он опустил глаза, в этот момент вы делаете разножку. Зачем вы ее делаете, я уже объяснял. Это для реагирования в сторону. В одну, в другую, вверх, будь это смеш, назад. То есть разножка необходима для того, чтобы разделить эти удары. То есть вот вы сделали первый удар, вы подтянули ноги, вы пробежали вперед. Потом вы сделали разножку, и потом вы можете акцентированно наносить удар с лета. Очень убого выглядит для меня, когда после первого удара с бега наносится удар с лета. Когда второй удар является продолжением первого. То есть, когда человек просто бежит и просто тыкает мяч дальше, продолжает двигаться. То есть эти удары надо разделить. То есть две разножки я считаю бредом, да, когда вы закончили первый, прыгать, потом начинать бежать с лета. Это бред для меня. Одну разножку считаю нормальным каким-то уровнем осознания того, как ее делать. Это когда вы заканчиваете первый, пробегаете, и уже когда ваш соперник опустил глаза на мяч, вы делаете разножку перед своим ударом с лета. Наверное, пятое, о чем мне хочется сказать, это разножка на приеме. Какая она? Объясню, зачем она нужна на приеме, каких видов она существует и что она дает. Это чуть-чуть другая разножка, то, что я говорил вот во втором пункте, когда детям уже старше я бы объяснял ее делать. Но, естественно, дети в 8 лет не сделают это, как дети в 14, в 15 и старше. Это чуть-чуть другая разножка. Я уже показывал в своем видео вот, прием подачи, как мне удобно принимать. Я могу показать топ приемщика, the greatest of all time, это Джокович, его ноги. Федерера можно показать. Можно показать что-то из девочек, Швентек, там, не знаю, Жабер, наверное, интересно показать, Рыбакину, как они принимают. Для меня, допустим, эта разножка, которая делается на приеме, она может делаться, наверное, вот с какой-то ведущей ноги, подпрыгивание, с двух ног, как делает Джокович, что-то подобное делал Федерер, только на менее широких ногах, с двух ног вперед. Что она дает, эта разножка? Когда вы подаете тело вперед, то есть, грубо говоря, думаю, ни для кого не секрет, если там не совсем начинающий человек, что прием будет делаться в открытой стойке. Скорости на повороты, на приемах, на нормальных подачах нету. И когда вы подаете тело вперед, то есть вы своей открытой стойке, в которой вы будете бить, придаете движение вперед. То есть вы прыгаете на разножку, и вы даете движение, которое продлится дальше вперед. То есть вы таким образом подаете тело вперед перед следующим прыжком с мячом вперед. Вот это разножка, которая делается на приеме. Она может делаться по-разному, но для меня смысл этой разножки на приеме, он такой. То, что я говорил, да, маленькие дети, это вот, и что-то уже повзрослее, это все время должна быть подача тела вперед, с широких ног, с раскачивающихся, с какой-то одной ведущей ноги, как Марей делал через 2 шага. Но суть этой разножки на приеме такая. Шестое. Мне хотелось бы еще сказать такой вот момент. Не знаю, найду ли я подтверждение этому, посоветуюсь даже, может, я знаю с кем, вы тоже знаете. Существует ли это? Но я думаю, это существует. Остается ли вот эта вот разножка детская, когда ноги работают, во взрослом теннисе? Я покажу этот момент, существует ли он, уместен ли он. Я знаю одного человека точно, украинку, на которой это можно показать. Если взять ее видео 17-18 года, то 100% она это делала. Я видел даже, мне примеры, приводил очень многим людям, сколько она делала этих движений и когда. Она существует только для меня в одном случае. То есть если игрок, да, сделал удар, приставным шагом вернулся в центр, и в центре у него еще есть время, вот эта вот пустота, то вот эту пустоту, конечно, уже не вот так вот, я покажу, наверное, даже вот так вот кто-то делает, кто именно перерабатывает ногами, совсем работает в центре, заполняет это работой. Но в целом, да, это опять же реагирование, то есть вы сделали удар, вы сделали 2 разножки, и в центре у вас есть время. Для того, чтобы вы могли лучше сорваться, среагировать в любую сторону, лучше, чтобы ноги были подвижные. Это та же история с машиной, которая полностью встала и которая чуть-чуть едет. Всегда реагировать будет легче с ног, которые уже чуть-чуть двигаются. Еще один пункт, который я покажу о разножке, это, наверное, такой пункт, который выше среднего по мастерству, то есть его немногие делают. Кто-то, наверное, делает его осознанно, кто-то просто смотрит видео и делает его. Я, честно скажу, тоже не делал это осознанно, но я считаю, что вот у меня есть свое видение по поводу, где это надо делать и почему это надо делать. Это когда вы делаете выход из удара, и вы находитесь за пределами корта и в пределах корта.
Я впервые увидел, как это делал Энди Маррей, наверное, в своем пике формы в 2012 году. И задумался о применении этой разножки в своем тренировочном процессе. И делал это именно так, как покажу вам видео, и делаю до сих пор это именно так же, как покажу видео. И, естественно, мы обсудим разворот Надаля, который делается без разножки, а просто доворотом в ту сторону, в которой он делает последний шаг. И что это ему дает. Как выходить из удара, да? То есть такой первый шаг, когда вы заканчиваете удар, когда вы выходите с крестом, а потом делаете разножку. И он, естественно, где-то сопряжен с вот этим моментом, когда вы выходите первым шагом сразу разножкой. Что это дает и где это используется, я попробую объяснить. Попробую объяснить, что это дает. Естественно, скрест будет быстрее, чем первый приставной. Если вопрос разгона ног, надо ноги разогнать, то, естественно, если вы первый шаг сделаете такой, а потом сделаете приставной, скорость вы наберете больше. Вы можете проверить, сами это сделать. Если вы искусственно не будете замедлять, вы почувствуете разницу между первым приставным и скрестом, который разгоняет приставной. Это дает плюс. Но я попробовал чуть-чуть углубиться в эту тему и вот задумался, где это можно делать и что это дает. И я для себя понял такую вещь, что я не буду людям, с которыми я работаю, объяснять разножку через скрест, когда удар закончился внутри корта. Я сейчас попробую это объяснить. Вот смотрите, если, допустим, игрок какой-то сделал удар, да, и он остался в корте, я бы рекомендовал первый шаг делать приставным. Почему? Потому что с первого шага уже открывается место, куда ему могут бить. И если его первый шаг, когда он закончил удар в корте, будет с крестом, если ему ударят противоход, все, как бы розыгрыш закончился. И в этом случае вот я рекомендовал бы игрокам смотреть, где был закончен удар. То есть если это было в пределах корта, даже если это будет чуть медленнее, то правильнее делать приставной шаг. Если мы говорим о провальной какой-то позиции, где игрок провалился за пределы корта далеко, и первый шаг вообще никак не влияет на то, что ударит противоход, потому что корта здесь нету, а бежать неимоверно много, то вот в этой ситуации я рекомендовал бы делать первый скрест. То есть вот, допустим, удар закончился вот здесь, да, вы далеко за пределами корта. Вы сделали скрест, вы просто разогнали разножку. Разножка идет быстрее, но вы при этом не открываете корт первым шагом скрест. Поэтому я рекомендовал бы это делать именно за пределами корта. Но это мое понимание. Что бы мне еще хотелось показать, я покажу правой рукой. Допустим, вот этот вот какой-то без замещения, да, ну может какая-то замена выходу с удара, потому что разножка используется как подготовка к удару, как прием, как продолжение движения ног. Также она используется как выход из удара. И вот этот вот, да, выход из удара Надаля, где он доворачивается в сторону. Потом я не буду сейчас показывать, я посмотрю на видео, как он выходит приставным или скрестом. Я думаю, что это тоже зависит от места, где этот доворот был закончен. Что это дает и что это, для чего это, наверное, используется? Я думаю, что это дает время, опять же, что вот если, допустим, взять человека, который попробует, да, вот при большом переносе тела сюда, потом же с этой же ноги оттолкнуться назад, это огромная потеря времени. Когда вы практически завалили вот туда баланс тела весь, и вы сделали касание, я считаю, что даже этот шаг, который продлевает движение в сторону, он все равно спасет время. Потому что вы разворачиваетесь, и вы гораздо быстрее готовы выходить, чем вот этот один и выталкивание. И я более чем уверен, что у него это движение отработано, и он отрабатывал его не раз. Но парень, он не деревянный, голова, наверное, от того, что он заворачивается, у него не кружится. Выход он делает ногами и приставным, и скрестом. Это можно посмотреть, показать. Я думаю, что это опять же связано от дистанции угла. Еще я хочу показать такой пункт, вот разножка по удару. Что это означает для меня? Это означает, что вы делаете разножку, исходя из удара, который вы делали. В этом, наверное, нету ничего такого прям открытия, никто для себя не сделает. Но я объясню, и, наверное, игрок, который опытный, он сам это чувствует. Вот, допустим, куда надо равнять разножку в случае успешного удара, и куда надо и как надо равнять разножку в случае неудачного удара.
как вы должны двигаться тем же шагом, допустим, который у вас обычно в разножке, но при всем при этом, если вы атакуете, вы двигаетесь больше, смещаясь вперед этой разножкой, и если вы защищаетесь, если удар получился не очень, вы идете в защиту, вы идете назад. То есть как она двигается не в линию. Пожалуйста, оцените по достоинству это видео. Подписывайтесь на канал. Также хочу напомнить, что внизу под ссылкой под видео есть теннисная консультация. Те, кто хотят связаться, посоветоваться по какому-то вопросу, просто получить какую-то консультацию от меня лично, заполняйте анкету, присылайте, попробуем помочь. И отмазки про уставшее лицо не катят.